наступление нового тысячелетия меломаны во всем мире отметили под хиты новых кумиров группы Maroon 5. Эта великолепная во всех смыслах пятерка парней буквально ворвалась на верхние строчки хит-парадов нулевых, благодаря умопомрачительному и неизвестному до этого времени стилю, окрещенному критиками многосложным фанк, соул, поп-рок. И сегодня, спустя много лет, парни продолжают радовать фанатов, доказывая, им все еще есть что сказать своим творчеством. Точкой отсчета звездного пути следует считать 1994 год, когда ученики частной лос-анджелесской школы Brentwood School Адам Левин, Джесси Кармайкл, Микки Мэдден и Райан Дусик решили основать группу под названием Karas Flowers. К школьным творческим увлечениям не принято относиться со всей серьезностью, но ребята насколько ответственно подошли к делу, что уже через год заключили контракт с Rhapsody Records, сразу же приступив к созданию дебютного альбома. В 1997 году альбом The Forward World выходит в свет, но все же ожидания парней идут прахом. Дебют оказался провальным, несмотря на добротный музыкальный материал и теплые отзывы критиков. Удалось продать около 5000 копий пластинки. Звукозаписывающая компания, не желая нести убытки, расторгла контракт. Удрученные неудачей музыканты разошлись по разным дорожкам. Музыка музыкой, но надо было продолжать образование. За новыми знаниями Левин и Кармайкл едут в Нью-Йоркский колледж Five Towns. Вот тут, в многоликом мегаполисе, у ребят происходит трансформация музыкальных вкусов. Парней увлекают новые направления – соул, хип-хоп, R&B. Словом, в родной Лос-Анджелес они возвращаются, буквально пережив катарсис, и полные новых планов играть, творить, сочинять. Возродив былой состав четверки, парни усиливают ее новым участником – Джеймсом Валентайном, и меняют название. Теперь они Maroon 5. А состав группы выглядит так: Джесси Кармайкл – клавиши, Микки Мэдден – бас, Райан Дусик – ударная, Джеймс Валентайн – гитара и Адам Левин – вокал. Это был 2001 год. Поклонники всегда следили не только за громким творческим успехом музыкантов, но и за тем, что происходит в их жизни. Так, в 2007 году они переживают уход из группы ударника Райана Дусика. Из-за старой спортивной травмы Дусик больше не мог продолжать играть. Его заменил Мэтт Флинн. В 2012 году фанатов огорошила новость об уходе еще одного яркого участника коллектива Джеймса Кармайкла. В официальном комментарии новости было сказано, что музыкант берет временный перерыв. В неофициальной же версии звучали мысли о том, что Кармайкл, так же как и Левин, хочет попробовать себя в сольных проектах. Кармайкла сменил за клавишами Пиджей Мортон. В этом же году Адам представил публике еще одного нового члена группы – Сэма Фаррара, бэк-вокалиста, гитариста и мастера по музыкальным спецэффектам. В 2014 году Кармайкл все же вернулся в родной коллектив, и участников группы стало 7. Особенно пристально публика следила за личной жизнью фронтмена группы Адама Левина, а она никогда не была пресной. Яркие романные и страстные отношения связали его с актрисами Джессикой Симпсон, Кэмерон Диас, моделями Анджелой Белотте, Ниной Агдал. В 2014 году в биографии певца появился пункт о браке. 19 июля состоялась свадьба Адама с моделью Victoria's Secret Бехати Прислу, а в 2016 у пары родилась дочь Дасти Роуз. И каждое фото малышки с отцом, выложенное женой певца в Instagram, поклонники воспринимают с восторгом и трепетом. Парни, уже один раз доказавшие, что способны упорно работать, и на сей раз с головой уходят в творческий раж, итогом которого в 2002 году становится альбом Songs About Jane. Это музыкальное блюдо, состоящее по большей степени из лирических ингредиентов. Меломаны распробовали не сразу. 2 года в ожидании успеха музыканты провели, гастролируя и зарабатывая очки на концертах и выступлениях. И только в 2004 году, после головокружительного успеха хитов Harder to Breathe и This Love, альбом выбрался в десятку лидеров, неоднократно становился платиновым и вошел в престижный американский чарт Billboard 200. С этого момента о неудачах говорить практически не приходится. Волна успеха накрывает ребят с головой, а достижения сыпятся как из рога изобилия. 2005 год – долгожданная Грэмми в номинации «Лучший новый артист». 2006 год – Грэмми за лучший вокал группы, а также награда MTV Europe Music Awards, журнал Billboard и многие другие. Окрыленные успехами участники группы создают новый альбом I Won't Be Sold Before Long с заглавным треком Makes Me Wonder, который
выходит в свет в 2007 году и тут же расходится рекордным количеством копий. Только в первую неделю было продано почти 500 тысяч. Оценив очередной альбом, критики и поклонники сразу отметили новизну в стиле, жанре подачи музыки. Лидер и солист группы Адам Левин признался, что работали, вдохновившись 80-ми. В 2010 году дискографию коллектива пополняет третий альбом Hands All Over. На этот раз группа ушла в рок-направление. Привлеченным продюсером пластинки стал Роберт Джон Ланг, в свое время работавший с AC/DC. Однако ярче, чем стартовый сингл альбома Misery, выстрелила композиция Moe Likes Jagger, написанной в 2011 в исполнении Адама Левина в дуэте с Кристиной Агилерой. Небывалый хит стал синглом первой величины в чартах Billboard. Позднее вошел уже переизданный третий альбом. Четвертый альбом Overexposed фронтмен группы Адам Левин назвал самым разнообразным и попсовым. Фанаты группы оценили его в 2012 году. В состав пластинки вошли хиты On a More Night, Peep Phone и другие. Пятый альбом группа назвала коротко V. К работе над ним калифорнийцы привлекли известных музыкантов, в частности Гвен Стефани, для записи сингла My Heart Is Open. В контексте альбома впервые за долгое время парни столкнулись с критикой. Обозреватели The Guardian и The Observer назвали стиль V безвкусным, однако первый же выпущенный сингл пластинки Animals сразу же разместился на третьем месте Billboard. Сегодня музыканты наслаждаются успехом шестого альбома Red Pill Blues. Он вышел в 2017 году. Обложку диска украсили фото участников, отфильтрованных приложением для фото Snapchat. С этой же фишкой команда сняла клип на песню White. А в мае 2018 года поклонников порадовало новое видео на песне Girls Like You, снятая группой совместно с певицей Cardi B. В клипе участвуют певцы и артисты Дженнифер Лопес, Галь Гадот, Рита Ора и другие. Сколько зарабатывают участники группы? Левин – самый известный участник Maroon 5. Он работает в группе с момента ее основания, является ведущим вокалистом и лицом группы. Помимо успеха с Maroon 5, он также известен тем, что был судьей по звук. Источник сообщает, что Левин зарабатывает на шоу около 13 миллионов долларов за сезон. Сегодня он стоит от 60 до 90 миллионов долларов. Состояние гитариста Сэма Фаррара оценивается в 8 миллионов долларов. Сам Фаррар в основном играет на гитаре в группе, но время от времени он балуется басом, перкуссией и клавишными для группы. Он также является соавтором и сопродюсером нескольких песен группы, что, вероятно, принесло ему немного гонораров. Возможно, его имя не нарицательное, но он заслужил хорошую репутацию в музыкальной индустрии и заслуживает около 8 миллионов долларов. Состояние клавишника Джесси Кармайкла оценивается в 6 миллионов долларов. Кармайкл взял небольшой перерыв в группе в период с 2012 по 2014 год, но он вернулся и проработал с ними в общей сложности более 20 лет. Он их ведущий клавишник, и хотя он ненадолго покинул группу, его снова встретили с распростертыми объятиями, и с тех пор он с ними. Он стоит около 6 миллионов долларов. Возможно, Флинн не так известен, как Левин, но он все же стоит нескольких миллионов долларов. Это потому, что его навыки игры на барабанах практически не имеют себе равных. Помимо того, что он был барабанщиком Maroon 5, он также работал с другими музыкантами, такими как, например, Гэвин Дегро. Его состояние оценивается в 4 миллиона долларов сегодня. Валентин – соло-гитарист Maroon 5, и он тоже с группой с самого начала. У него была успешная карьера в группе, но он также участвовал и играл в других группах на определенных альбомах. За это время он заработал 4 миллиона долларов, находясь в группе Maroon 5. Пи-Джей Мортон – клавишник, который заменил Кармайкла, когда он взял перерыв, но после того, как Кармайкл вернулся, группа решила оставить их обоих. Мортон работал в группе только с 2012 года, поэтому его собственный капитал не так высок, как у других участников группы, но все же он смог заработать около 2 миллионов долларов. Микки Мэдден был басистом Maroon 5 с момента основания группы, однако его состояние остается неизвестным. Возможно, он изо всех сил старался держать свои финансы полностью закрытыми, поскольку формально это не является делом общественности. Он остается единственным участником Maroon 5, у которого нет оценочного состояния.